Ну что, приехали сегодня немножечко попилить дров, напилить на заготовочку. Красотища. Значит, сегодня у нас что взяли с собой? Ну, 363, понятно, стандартно. И взяли новую пилу. Вот такой брендик у нас. Подъехал на тесты, посмотреть, как она, ничего не работала. Вот. Она, по-моему, в районе там 4,5-5 лошадей. То есть, ну, достаточно мощная. Там, по-моему, 75 кубиков. Ну, такая прям бодрая, большая пила. И шина 50-я, насколько я помню. В общем, просто реальный тест. Посмотрим, как она будет пилить, как на валке, как на раскряжовке, как в реальной работе. Что еще сегодня? Приехал новый колун. Вот, ручной работы. Отправление 1 класса. Вот. Вот. Посмотрим, как он вообще. Тоже распакуем. Кузнец сделал, отковал. Если все хорошо, дам вам контакты. Вот. Я давно хотел. На ясене. На топорище из ясеня. Интересно. Взял в тест бензопилу Canfly. Китайская бензопила. Вот сегодня посмотрим. Честный обзор. Попилим штилем 363. Хорошо, мы тоже поработали, забегая немножко вперед. Вообще, такие выезды я специально делаю, чтобы поднабраться опыта, так как есть такие полуарбористические садовые заказы. Все-таки идет освоение у меня садовой арбористики, да, и потом, когда есть какие-то заказы на спил небольших деревьев, небольших таких кустов, не аварийных, я уже могу к людям выезжать. Здесь в лесу, да, идет хороший набор опыта, хорошая, приятная работа, вот, с реально опытными людьми. Вот, будет разбор ошибок моих там дальше тоже. Достаточно сегодня косяков сделал. Не критичных, но все же они есть. И со стороны оно всегда видно. Потом, когда уже смотришь, да, когда это все дело отснял со стороны, уже намного проще. Даже здесь где-то с кустами поработать в лесу, под разными углами попилить и так далее. Тем более новым инструментом, это всегда интересно. Ну и поехали на валку уже, березки. И чё я? Вот я, получается, под углом сюда напилил. Ну да. То есть я ее напилил вообще. О, угол получается вниз. Надо было ровно ее пилить, чтобы она была вот. Если бы она была не наклоненная, то что было бы? Ну, я думаю, что плохо было бы. Резко тонкая. Ну, пойдем, попробуем. Да, примерно, Сань? Да. 30 сантиметров. Да, да, 32 вот такие вот. Что по пиле Canfly? Вот, по-моему, она там в районе 17 тысяч, что-то в этом диапазоне. Я считаю, что по деньгам, да, соотнести цену-качество, это достойно, это нормальный вариант. Вот, эта пила, по-моему, она 50 сантиметров шина, вот 70-75 кубиков, ну, то есть это достаточно мощная пила на самом деле, да. Вот, дело она свое делает, вибрация очень сильная, то есть, ну, а руки она отдает очень сильно, вот. Но я думаю, что в этом ценовом сегменте это, ну, адекватно, да.
Для того, чтобы валить лес, насколько это долговечно она будет, никто не знает. Я не знаю, ничего вам не скажу по этой теме. Вот. Можно ли это делать? Можно. Дома пилить, например, там 10, 20, 30 кубов там, в год или где-то подколымить, поработать, и я тоже думаю, что это возможно. То есть это рабочая пила. Вот у нас тут пошли первые ошибочки. Раз, опа, есть, пошло дело. Вот. Но таких будет у нас прям несколько ситуаций. Потом уже, когда выезжаю на какие-то арбозаказы, конечно, опыт, полученный в лесу, бесценный. Где-то какие-то маленькие такие моменты, ошибки, где закусила, зажала шину, цепь, что-то где-то всегда база вот эта вот, да, из леса. Мужики подскажут и по заточке, и поправить где-то цепь, и заточить правильно. То есть это всегда помогает, это всегда выручает. Потом ты где-то на выездах у людей помогаешь где-то или сохранить дерево, или сохранить забор, или какую-то даже постройку, не дай бог, да, аккуратно убрав дерево, которое, да, мешает, и при хозяйстве оно мешает. То есть ты уже с этим багажом, с этим знанием, навыком, умением уже спокойно где-то работаешь. Ну, может, не совсем спокойно, но поувереннее. Что еще по бензопиле Can-Fly? Она еще у меня есть, по-моему, там по меньше мощности на лошадь или на 1,5 лошади, нежели эта пила. Вот, кстати, на раскрежовке она мне зашла, да, то есть пилить все-таки именно на спиле. Штырем поудобнее работать, откровенно говоря. Вот, а здесь она достаточно мощненькая такая, и на раскрежовке, на распиле, в принципе, она себя показала интересно. Ну, даже я не ожидал, так, если по-честному сказать. Но надо антивибрационные перчатки, потому что, в руки отдает люто. Этот момент тут есть. Вот, сейчас дальше все штилем поработаем. Конечно, когда штиля в руки берешь, понятно, там вибрации никакой, совсем другие ощущения. Вот. Насколько корректно их сравнивать, я не знаю. Я думаю, не совсем корректно. Все-таки разный класс пил, разная ценовая категория. Но всегда есть определенные там суммы в кармане, да, у человека. По-разному бывают ситуации, где-то что-то как-то. И всегда нужно иметь какой-то вариант, я считаю, чтобы ты был способен приобрести себе инструмент, пилу, сварочный аппарат, там, циркулярную пилу, там, что угодно, торцовочную пилу по какой-то адекватной ценовой категории, да, и чтобы это было более-менее качественно, и это был, главное, просто рабочий инструмент. Это вот про вот эту пилу, как вот по мне, то, что я увидел в реальности. Потому что не всегда ты можешь поехать и взять штиль. Хотя к этому стремиться и надо, да, потому что все-таки это первоклассный инструмент. Но по-всякому бывает в жизни. Вот это то, что мне, не то, что не нравится в лесу. Мне все нравится вообще в лесу, там классно, но, помимо комаров, понятно. Но вот это такая работа муторная, и она намного сложнее, чем валить деревья или их распиливать. То есть вот это вот возня с ветками.
сказать, шлем он защищает хорошо еще и от комаров. Это прям хорошее подспорье. Тут уже работа штилем у нас пошла. По штилю, значит, все там комплектующие, все пилы, все обслуживание, что важно, сервисы обслуживания и консультации вообще. Я всегда беру Лесотех 54, Новосибирск, фабричная 55Б, троллейная 12. Вот, то есть стабильно всегда я с ними на связи. Всегда ребята супер профессионалы, подскажут, помогут, всегда очень приятно все. Вот, потому что базовый, так скажем, какую-то еще матчасть всегда стараюсь изучить, получить от них обратную связь, чтобы быть вообще в теме. Вот, ну, что, 363, ну, шикарно пилит, мне очень нравится. Вот, подружились с этим инструментом, понятно, есть над чем работать всегда, но вместе с тем. Ну что, как по мне, расход какой-то у нее вообще сумасшедший. В этой CS750. Как по мне, она, по-моему, съела очень много. Я спилил, по сути, березу. И даже до конца ее не распилил. Убрал ветки, половину распилил примерно, и она съела бак. Штиль сделал то же самое, и еще осталось, короче, где-то полбака еще осталось, по сути, даже больше. Ну вот, сейчас я подзаправлю ее и вернемся к работе. Но здесь прям явно видно, как я не горизонтально сделал запил. Ну вот ошибка. Вот кажется, стоишь там, да, вот так вот, все ровно, все нормально делаешь. Вот. И дома смотришь, кажется, как ты там, да, а когда там ты вот работаешь, ну вот не получается еще где-то в моменте. Но надо работать, надо практиковаться. Тут что? Чисто опыт и обратная связь от ребят, от мужиков с высоким уровнем мастерства, да, уже с мастерюгами конкретными. Учиться, получать обратную связь, ошибаться, двигаться дальше. Вот. Главное делать это, насколько это возможно, безопасно. Начать отсюда вести, да? Почему твоя ошибка, почему она тут неправильно упала? Потому что ты не смотрел, куда она пошла. Надо было посмотреть, куда она идет, и запиливать от того угла. Вот она же стоит дерево, да, вот ты подпилил с этой стороны, здесь вот у него еще есть за что держаться. Вот если мы с тобой начнем ее отсюда подпиливать, ее же самопроизвольно начнет гнуть вот туда. Здесь, если у тебя вот здесь вот нету, а вот здесь вот держит, да, она вот так вот будет у тебя падать. Я вот здесь вот неправильно, с этой стороны пилил. Ты вообще изначально ты не смотришь наверх, куда она идет. Понятно. Ты просто внизу пилишь и все. Надо вот, посматривать, куда она идет. Если бы она у тебя пошла ровно, тогда ты ее так вот ровно и спиливаешь. Если смотришь, она у тебя сюда идет, значит, надо брать вот этот край, подпилишь, она пошла все равно туда. Ага. Все ясно. Тут разберешься? Да, я понял по веткам, все, да.
пилит. Пилит, да и пилит. В принципе. Фу. Так, ну что в итоге? Напилил я газель. Там чуть-чуть меньше газели. Примерно, наверное, за часа 2,5. Ну, еще снимал, отвлекался там-сям. То есть потихоньку. В принципе, более-менее. Так скажем, с моим начальным базовым опытом.